Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как блок питания Мусутоку и его неоправданная популярность. Начну с предыстории. Где-то год назад ко мне пришли друзья на ремонт. Вот, и такие говорят: слушай, говорит, были на конвенции, попробовали поработать на блоке Мусутоку. На тот момент я еще не знал о этих блоках. Вот, типа, слушай, говорит, у меня вот Critical, и я поработал на Мусутоку, тачки реально работают мощнее на одном и том же вольтаже. Вот, я послушал эти критические доводы. Вот, еще какие-то такие, ну, слушай, блок 5-амперный, наверное, за счет этого тачки, типа, работают мощнее. Первое заблуждение вообще татуировщиков многочисленных, это то, что ампераж блока повышенный как-то влияет на мощность машины. На самом деле это все бред, по той причине, что машина это всего лишь нагрузка, и она возьмет ровно столько, сколько ей надо. Неважно, будет у вас там блок на 5, на 10 ампер, это просто пустой запас мощности, который в нынешних реалиях, когда все повально валят роторами, он вообще не нужен. То есть сейчас по факту 1-амперного блока хватает выше крыши. Так вот, я послушал их тогда и понял, что не может быть такого. То есть, если один и тот же вольтаж на Критикале и на Мусутоку, то тачка мощнее из-за ампеража работать точно не может. Первое, что пришло на ум, это то, что напряжение на выходе не соответствует тому, что показывает индикатор. То есть, если мы Critical проверяли, у него плюс-минус 0,1 вольт, то есть 0,1 погрешности есть. Это в рамках нормы, это допустимо. Вот. И вы должны понимать, что в блоках вот типа Critical, да в большинстве сейчас новых цифровых блоков, то, что вы видите на экране, не значит то, что это то же самое будет на выходе. Но любой адекватный производитель или разработчик не должен вас обманывать, и напряжение на индикаторе должно соответствовать напряжению на выходе. То есть, так это будет по-честному. Вот. И мы тогда с пацанами посидели, подумали, думаю, как такое может быть? Наверное, да, брешет типа напряжение на выходе. Вот. И тогда я как-то забыл про это дело, все, пытался найти у кого-то блок, но год назад они где-то только появились, пока они там больше на Европе, за рубежом крутились, там прорекламировались через Ника Хуртада. Меня вот, если честно, немножечко накаляет вот эта вся реклама через тату-мастеров. Много тату-мастеров, которые рекламируют оборудку, занимаются такой, грубо говоря, проституцией. То есть им без разницы, фактически без разницы, что рекламировать. То есть есть как бы толковые мастера, некоторым принеси что-нибудь, подари, и они с радостью тебя там отрекламируют, скажут типа, вот, чувак, отлично. Так, кстати, было, не буду говорить имен, но в принципе сами поймете, о ком идет речь, когда один мастер одно время там хвалит новый пен Бурлак Соло, а через время очень достаточно хреново о нем отзывается. Вот, я думаю, вы поймете, о ком я. Вот, поэтому забыл я, про Мусутоку до момента, когда вот относительно недавно не увидел у себя в сторис, как мой знакомый мастер из Минска Максим Мельник купил блок этот на какой-то конве за бугром. То есть мне сначала показалось, что они ему подарили. То есть у Макса, в принципе, достаточно подписчиков в Инстаграме, и это был бы хороший повод пропиарить блок еще раз. Но Макс его купил и пишет такой, говорит, тоже, типа, что, слушай, говорит, блок крутой, тачки работают круче, чем на Критикале. Я опять задумался, думаю, что за ерунда. Вот, но по факту я понимал, что где-то что-то не то. Вот, и тут, полез я как-то в инсту к челу за бугром, который занимается ребилдами и модернизациями блоков Мусутоку. Это Рук Фудсвич. Про этого чувака можно еще один отдельный выпуск написать, какой он тоже обманщик. Вот, но, рылся я у него по инсте и заметил, как он делал к блоку приблуду, которая подключается на выход к тачке.
Там такой ЖК-экранчик, на нем вольтаж, типа заряд батареи, не знаю нахрена, видимо, какой-то готовый модуль, и типа ток. То есть я так понимаю, что чувак хотел типа сделать такой амперметр. И на что я обратил внимание, сейчас я вставлю фотку, вы посмотрите. На индикаторе блока 4 вольта, приблуда показывает 4,6 на выходе. То есть мы видим явное несоответствие напряжения на индикаторе и на выходе на 0,6 вольта. Это до хрена. Вот. Это был как бы первый звонок о том, что производитель вас пытается надурить таким образом. Вот. Но я еще сослался на то, что, возможно, этот модуль, который он всунул, криво показывает выходное напряжение, но факт в том, что оно завышено, это уже было 100%. Я написал у себя в ВК пост про эту херню всю. Вот, и тут мне пишет чел, говорит, у меня есть типа Мусутоку, могу тебе дать. Ну, взять как бы мне особо не хотелось там брать его, чисто померить напругу. Конечно, прикольно его раскрутить, посмотреть, что внутри, как бы. Вот, и тут чел, короче, через пару там дней присылает мне видос, я его сейчас тоже вставлю, как он замеряет напругу на выходе. Вот. И как мы видим, напряжение на выходе у него уже мультиметр, прошу заметить, которым он замеряет, достаточно профессиональный, мастековский. Вот. И напряжение опять-таки разнится, но уже на 0,4 у него. То есть, если так сложить разницу в 0,6 в 0,4, то промежуточно где-то будет на 0,5 блок врет. То есть на выходе у вас напряжение завышено, а в нынешних реалиях полвольта это реально много, чтобы ощутимо тачка работала мощнее. Вот, и за счет этого то, что они на выходе накрутили больше напряжения, чем то, что показывает экран, у людей, которые перелазят с каких-то со своих старых блоков, с критикалов, у них создается ошибочное суждение, что Мусутоку реально мощнее. Хотя по факту открутите вы на 0, там, на полвольта назад индикатор, и вы не заметите никакой разницы. То есть ампераж тут абсолютно ни при чем. Тут просто дело в хитрости, в маркетинговой, за счет которой блок стал популярным. То есть ребята пошли осознанно на обман, благодаря которому их продукт стал популярным. Вот, я считаю, что в принципе это недопустимо. Точнее, я бы не стал так делать. Вот. Но понятное дело, что как бы типа на войне все методы хороши, да. Но во всяком случае моя позиция в том, чтобы вам донести для людей, которые, допустим, собираются покупать этот блок, что, во-первых, это обман. Во-вторых, понятное дело, что я не берусь судить, дорого он стоит, недорого. Отваливать за него там 350-400 евро личное дело каждого, но в моем понимании этот блок столько не стоит. По функционалу он, в принципе, ничем не круче того же там Critical или какого-то из наших блоков. Вот. Многих подкупает форм-фактор и возможность использовать там всякие приблуды для крепления от GoPro, но это, опять-таки, вкусовщина. И в моем понимании, технически он ничем не круче там любых других блоков. Вот. Но моя цель в данном видео вам рассказать и показать, что если вы хотите купить блок, то будьте готовы к тому, что вас обманут с напряжением. То есть не надо строить и питать каких-то ложных иллюзий, то, что этот блок якобы мощнее, и тачки на нем работают лучше, стабильнее. Все это бред собачий. Абсолютный. Вот. Поэтому, пользуясь случаем,
На этом я, в принципе, хочу уже завершить видос, но, пользуясь случаем, возможно, этот видос посмотрит много людей, и в конце видоса я хочу прорекламировать наш новый блог. Это модель Z, которую вы сейчас видите на экране. Достаточно маленькая квадратная коробочка. Мы никого не обманываем, напряжение у нас соответствует тому, что на выходе. И в блоке есть все необходимые функции в виде резкого старта, плавного старта, защиты, точнее режима стабилизации по току, то есть блок не даст вам перегрузить мотор выше того значения, которое вы зададите. То есть 18 вольт максимум, возможность работать без педали, там триггерный режим педали. Мы включили в блок все необходимые функции, на наш взгляд. Вот, и планируется, что наш блог выйдет к концу этого года, поэтому всем, кому интересно, можете подписываться на меня в Инстаграме, ник в описании будет, и следить за тем, как движется разработка. На этом у меня как бы и все. Всем спасибо за просмотр, всем пока и ставьте пальцы вверх. Спасибо.